Карлос Кастанеда. Сказки о силе. Из самой магической, самой невероятной книги Кастанеды «Сказки о силе» ты узнаешь, что привычная нам картина мира — лишь крохотный островок Тоналя в бесконечном, непознаваемом и не поддающемся никаким формулировкам мире волшебства — Нагвале. В этой книге заканчивается рассказ о непосредственном обучении Кастанеды у Дона Хуана. Финал обучения — непостижимый разумом прыжок в пропасть. Карлос и двое других учеников Дона Хуана и Дона Хенаро, навсегда простившись с учителями, прыгают с вершины Столовой горы. В ту же ночь учитель и бенефактор ушли навсегда из этого мира. Часть первая. Свидетель действия силы. Глава первая. Свидание со знанием. Я не видел Дона Хуана несколько месяцев. Была осень 1971 года. Я был уверен, что он гостит у Дона Хенаро в Центральной Мексике, и выехал туда, приготовившись к неделе пути. Но проезжая через Сонору к концу второго дня путешествия, я свернул к его дому и вышел из машины. Как ни странно, меня встретил сам хозяин. «Дон Хуан!» — воскликнул я. «Не ожидал тебя здесь найти!» Дон Хуан рассмеялся. Похоже, мое удивление доставило ему удовольствие. Он сидел у двери верхом на пустом молочном бидоне с таким видом, как будто давно меня поджидал. Сняв шляпу, он с шутовской галантностью раскланялся, затем снова надел ее и отдал мне честь по-военному. «Ну, присаживайся», — весело сказал он. «Рад тебя видеть снова». А я собирался впустую проделать весь путь до Центральной Мексики. Потом мне пришлось бы возвращаться назад в Лос-Анджелес. То, что я нашел тебя здесь, сэкономило мне столько дней пути. «Так или иначе ты бы меня нашел», — загадочно произнес он. «Сойдемся на том, что ты должен мне эти 6 дней пути до Центральной Мексики, и ты используешь их на кое-что более интересное, чем нажимать педаль газа в своей машине». Было что-то необыкновенно привлекательное в его теплой улыбке. «Где же твой блокнот?» — спросил он. Я сказал, что оставил его в машине, и он велел мне вернуться за ним, поскольку без него я выгляжу сиротливо. «Я закончил работу над книгой», — сообщил я. Он пристально посмотрел на меня, так, что у меня заныло под ложечкой, словно он чем-то мягким толкал меня в живот. Мне едва не стало дурно, но тут он отвернулся, и все прошло. Я хотел поговорить о своей новой книге, но он сделал знак, что ему это не интересно. Потом заулыбался и тут же втянул меня в беседу о каких-то незначительных вещах. Наконец, мне все же удалось перевести разговор на интересующую меня тему. Я упомянул, что просмотрел свои ранние записи и пришел к выводу, что с первого дня нашей встречи получал от него подробное описание мира магов. Только мне не совсем понятна роль галлюциногенных растений. «Почему ты так часто заставлял меня принимать эти растения силы?» — спросил я.
Он рассмеялся и еле слышно произнес: «Потому что ты тупой», — ответил он достаточно внятно, но я на всякий случай переспросил, будто не расслышал. «Что?» «Сам знаешь что», — оборвал он и встал. «Ты слишком заторможенный», — пояснил он, потрепав меня по голове, «и не было другого способа расшевелить тебя. Выходит, в этих растениях не было абсолютной необходимости. В твоем случае была, хотя, конечно, есть и такие, кто в них не нуждается». Он постоял, вглядываясь в кустарник слева от дома, затем снова сел и заговорил об Элихио, другом своем ученике. Он сказал, что Элихио растения силы понадобились всего один раз, в самом начале обучения, но преуспел он гораздо больше меня. Вообще, восприимчивость состояния для некоторых вполне обычная, сказал Дон Хуан, но не для тебя, как, впрочем, и не для меня. В конце концов, восприимчивость не самое главное. А что самое главное? Казалось, он подыскивает ответ. «Главное — это безупречность воина», — сказал он наконец. «Но все это лишь способ говорить, способ ходить вокруг да около. Ты уже выполнил ряд магических задач, и, я думаю, достаточно созрел для того, чтобы указать тебе на источник самого главного. Я сказал бы, что для воина самое главное — обрести целостность самого себя». «Что это значит? Я же сказал, что только упомяну о главном. В твоей жизни еще слишком много свободных концов, которые тебе предстоит свести воедино, прежде чем мы сможем поговорить о целостности». Он жестом оборвал разговор. Кто-то или что-то явно находилось поблизости. Дон Хуан внимательно прислушался, скосив глаза влево так, что стали видны одни белки. Через несколько секунд он встал и, наклонившись ко мне, прошептал на ухо, что нам нужно пойти на прогулку. «Что-то не так?» — спросил я шепотом. «Нет, все так, все окей». Мы направились в пустынный Чапараль и примерно через полчаса вышли на небольшой, футов 12 в диаметре, участок ссохшейся красноватой почвы, идеально утрамбованный и плоский, причем без каких-либо следов механической обработки. Дон Хуан сел в центре этого круга, лицом на юго-восток, велев мне сесть напротив, лицом к нему. «Что мы здесь будем делать?» — спросил я. «Здесь у нас сегодня вечером свидание», — ответил Дон Хуан. Он окинул взглядом окрестности и вновь стал смотреть на юго-восток. Его действия встревожили меня. Я спросил, с кем будет свидание? «Со знанием», — ответил он. «Можно сказать, что знание кружит вокруг нас». Не дав мне ухватиться за столь загадочный ответ, он быстро сменил тему и весело предложил мне быть естественным, то есть писать и говорить так, словно мы находимся у него дома. В то время меня особо занимало яркое переживание, испытанное мною полгода назад — разговор с койотом. Тогда я впервые сумел самостоятельно визуализировать магическое описание мира, в котором разговор с животными был в порядке вещей.
«Мы не будем рассуждать о подобных опытах», — сказал Дон Хуан, когда я закончил. «Не стоит индульгировать, фокусируя внимание на прошедших событиях. Мы можем касаться их, но только для примера». «Почему, Дон Хуан?» «У тебя еще недостаточно личной силы для поиска объяснения магов». «Значит, существует объяснение магов?» «Конечно, маги тоже люди. Мы — создание мысли, мы ищем разъяснений». А я-то был уверен, что поиск объяснений — это и есть мой главный недостаток. Нет, твой недостаток в поиске подходящих объяснений, которые вписывались бы в твой мир. Я возражаю именно против твоей рассудочности. Маг тоже объясняет вещи в своем мире, но он не такой твердолобый, как ты. Как могу прийти к объяснению магов я? Накапливая личную силу, ты придешь к нему естественным образом. Но объяснение магов — это не то, что понимаешь под объяснением ты. И все же оно делает мир и его чудеса, если не ясными, то, по крайней мере, не столь устрашающими. Именно это должно быть сущностью объяснения. Но это не то, что ты ищешь. Ты ищешь только отражение собственных идей. Я устал от своих же вопросов, однако улыбка Дона Хуана подталкивала к продолжению разговора. Для меня была очень важна еще одна тема. Его друг Дон Хенаро и то странное воздействие, которое оказывали на меня его поступки. Каждая встреча с ним сопровождалась совершенно неописуемым расстройством всех моих органов чувств. Услышав мой вопрос, Дон Хуан рассмеялся. «Хенаро поразителен», — сказал он, — «но пока нет смысла говорить о нем или о его воздействии на тебя. Для этой темы у тебя еще недостаточно личной силы. Подожди, когда она у тебя будет, тогда и поговорим об этом». «А если у меня ее не будет никогда?» «Если ее у тебя никогда не будет, значит, мы никогда и не поговорим». «Но когда же она у меня появится при моих-то темпах продвижения?» «Это зависит от тебя. Я дал тебе все необходимые знания. Теперь ты сам отвечаешь за накопление достаточной личной силы, чтобы суметь потрогать чешуйки». «Ты говоришь метафорами», — сказал я. «Скажи лучше прямо, что мне делать? А если ты мне это уже говорил, то давай предположим, что я забыл». Дон Хуан усмехнулся и лег, заложив руки за голову. «Ты прекрасно знаешь, что тебе нужно», — сказал он. Я ответил, что и мне порой так кажется, но обычно я не уверен в себе. «Боюсь, что ты путаешь понятия», — сказал он. «Уверенность в себе воина и самоуверенность обычного человека — это разные вещи. Обычный человек ищет признания в глазах окружающих, называя это уверенностью в себе. Воин ищет безупречности в собственных глазах и называет это смирением. Обычный человек цепляется за окружающих, а воин рассчитывает только на себя. Похоже, что ты гоняешься за радугой вместо того, чтобы стремиться к смирению воина. Разница между этими понятиями огромна. Самоуверенность означает, что ты знаешь что-то наверняка. Смирение воина
– это безупречность в поступках и чувствах. «Я все время пытаюсь жить по твоим советам», – сказал я. «Может быть, у меня не всегда все получается, но я делаю все, что могу. Можно ли назвать это безупречностью?» «Нет, ты должен делать нечто большее. Ты должен постоянно превосходить самого себя». «Но ведь это безумие, Дон Хуан. На это никто не способен». «Есть масса естественных для тебя вещей, которые лет 10 назад показались бы тебе безумием. Эти вещи не изменились. Изменилось твое представление о себе. Невозможное тогда стало вполне возможным сейчас. Не исключено, что твой полный успех в изменении себя всего лишь вопрос времени. В этом отношении единственно возможный для воина курс – это действовать неуклонно, не оставляя места для отступления. Ты достаточно знаешь о пути воина, чтобы поступать должным образом, но тебе мешают старые привычки и нелепый распорядок жизни. Мне показалось, что я понял его. Ты считаешь, что записывание – это одна из моих старых привычек, от которой я должен избавиться? Может, мне уничтожить мою новую рукопись? Вместо ответа он поднялся и посмотрел на край чапараля. Я сказал, что получил много писем от читателей, которые уверяли меня, что нельзя писать о своем ученичестве. Они ссылались на то, что учителя восточных эзотерических учений требуют соблюдения абсолютной тайны. Может, эти учителя просто индульгируют в том, что они учителя? Сказал Дон Хуан, не глядя на меня. Я не учитель, я всего лишь воин. Поэтому я понятия не имею, что чувствует учитель. Дон Хуан, может быть, я действительно напрасно раскрываю некоторые вещи? Неважно, что именно человек раскрывает или удерживает при себе, ответил он. Что бы мы ни делали и кем бы ни являлись, все это основывается на нашей личной силе, если ее достаточно. Если ее достаточно, то всего одно сказанное нам слово может изменить нашу жизнь. А если ее мало, то пусть даже будут раскрыты все сокровища мудрости, это ничего нам не даст. Он понизил голос, словно собирался поведать мне нечто сокровенное. «Я хочу доверить тебе величайшее знание», — сказал он. «Посмотрим, сумеешь ли ты им распорядиться. Знаешь ли ты, что в это мгновение ты окружен вечностью, и что этой вечностью ты можешь воспользоваться, если пожелаешь?» Он выжидающе посмотрел на меня, едва заметными движениями глаз подталкивая к ответу. После длинной паузы я сказал, что не понимаю, о чем идет речь. «Вон там, вечность там», — произнес он, указывая на горизонт. Затем прямо вверх. Или там. А можно сказать и так. Вечность — это нечто здесь и здесь. И он раскинул руки в стороны, указывая на запад и восток. Мы посмотрели друг на друга. В его глазах был вопрос. «Что ты на это скажешь?» — требовательно спросил Дон Хуан. Я не знал, что ответить. «Знаешь ли ты, что можешь вечно расширять свои границы в любом из указанных мною направлений?» — продолжал он.
Знаешь ли ты, что одно мгновение может быть вечностью? Это не загадка, это факт. Но только если ты оседлаешь это мгновение и используешь его, чтобы унести с собой свою целостность навсегда и в любом направлении. Он смотрел на меня. «У тебя раньше не было этого знания», — сказал он, улыбнувшись. «Теперь я открыл его тебе. Но что это изменило? Пока у тебя все равно недостаточно личной силы, чтобы им воспользоваться. Иначе моих слов хватило бы тебе, чтобы собрать свою целостность и направить ее на прорыв собственных границ». Он подошел ко мне и постучал костяшками пальцев по моей груди. «Вот границы, о которых я говорю», — сказал он. «Можно выйти за них. Мы — это чувство, сознание, заключенное здесь». Он хлопнул меня по плечам обеими руками, да так, что мой блокнот и карандаш полетели на землю. Дон Хуан наступил на блокнот и, смеясь, смотрел на меня. Я спросил его, не возражает ли он против моих заметок. Он сказал, что нет, и убрал ногу. «Мы — светящиеся существа», — сказал он, ритмично покачивая головой. «А для светящихся существ значение имеет только личная сила. Но если ты спросишь меня, что такое личная сила, я отвечу, что этого мои объяснения тебе не объяснят». Дон Хуан взглянул на запад и сказал, что до заката еще несколько часов. «Мы пробудем здесь долго», — объяснил он. «Можно сидеть тихо или разговаривать. Для тебя молчать неестественно, поэтому продолжим беседу. Это место является местом силы, и поэтому мы должны воспользоваться им до наступления ночи. Сиди как можно естественней, не напрягайся и не бойся. Похоже, что тебе легче всего расслабиться, делая заметки, поэтому пиши сколько душе угодно. А теперь расскажи мне о своем сновидении». Этот внезапный переход застал меня врасплох. Дон Хуан повторил свою просьбу. На эту тему можно было говорить долго. Сновидения предполагали культивирование контроля над снами до такой степени, что опыт, приобретенный в них, становился равнозначным опыту бодрствования. По мнению магов, при практике сновидения обычный критерий различия между сном и реальностью становится недействительным. Эта практика, как учил Дон Хуан, сводилась к упражнению, в котором требовалось найти свои руки во сне. После нескольких лет тренировок я сумел, наконец, сделать это. Теперь я понимаю, что добился успеха лишь потому, что научился в какой-то степени контролировать мир своей повседневной жизни. Дон Хуан хотел знать все детали. Я рассказал ему, как часто бывает непреодолимо трудно дать самому себе команду смотреть на руки. Он предупредил меня, что даже начальный этап подготовительной работы, называемый им настройкой сновидения, это смертельная игра, в которую разум человека играет сам с собой, и какая-то часть меня будет делать все возможное, чтобы воспрепятствовать выполнению этой задачи.